Мы на нашей платформе даем возможность высказаться всем. У нас в гостях был общественный деятель Ибрагим Яганов. Ну, я хотел, чтобы он высказался. Мы всех ждем. Да. Аутис Ахроков. Приглашаем вас, если вам интересно. Тогда скажу, я еду в Польшу, в Варшаву, где пройдет конференция. Он сказал, по сути, о политических интересах Грузии в признании геноцида. Не будем прям не будем все секреты раскрывать. Да. Я могу сидеть, от меня требуют сидеть ровно. Могу так сидеть всю передачу. Как думаете? Папаха есть? Тогда я буду не настоящий черкес, наверное, если я сяду вот так. Скажем, что на сегодняшний день мы имеем, да, что мы успели сделать и какие у нас планы на будущее. Мы имеем кучу самозванцев. Это второй вопрос. Первый вопрос: мы имеем как минимум 3 подкаста снятых, да? Новых подкастов, которые выйдут с нашими гостями интересными. Олег Оквахадзе, ты его лучше знаешь, расскажи, кто такой Олег. Олег Оквахадзе – это общественный деятель, он кавказовед, языковед тоже. Он, кстати, это продемонстрировал, он хорошо владеет черкесским языком, западным диалектом. Очень интересное, глубокое, такое разностороннее интервью, могу об этом смело заявить. Да, интервью. Да, очень интересные, глубокие мысли по черкесскому вопросу, по ситуации во время признания, да, грузинским парламентом. Да. Мы не будем распойлерить, не будем прям не будем все секреты раскрывать. Да, ну, получилась такая серия с моей стороны молчаливых подкастов. Да, ну ты почему-то молчал, да? Ну, потому что они постоянно говорят, что я вас перебиваю, и получилось так, что я решил помолчать в этот раз. Но я, по-моему, справился с ролью. Да, ну, молчать у тебя не получилось. Все равно. Да. Он написал сравнительный словарь диалектов черкесского языка, представляешь? Даже у нас нету ученых, да, даже черкесского автора с такой работой я даже... А у нас есть его экземпляр? Есть, конечно. Надо будет к его подкасту, тогда можно будет тоже разыграть. Не разыграть, а подарить там кому-нибудь. Да. Ну, Олегу, что-то Олегу интересное такое говорил? Нет. Он говорил не только, даже не столько на Украине, он говорил о ситуации в диаспоре, так как он прожил там круто. И он сказал очень интересную вещь про, мы ему задали вопрос про мотивацию политическую Грузии, признания геноцида, и он очень интересную вещь сказал, которую я до этого не слышал. Мне показалось, это достаточно откровенная такая штука. Классная, думаю, многим должно. То есть он сказал, по сути, о политических интересах Грузии в признании геноцида. Что преследовало, какую цель. Поэтому, да, открыто, не скрывай, мне это очень понравилось. Кто еще? Еще у нас получился очень серьезный, тяжелый подкаст с Ираклием Чхвирке, который как репортер побывал в Украине. И на самом деле я боюсь выкладывать даже этот подкаст. Бояться, наверное, не надо, потому что мы на нашей платформе даем возможность высказаться всем, как мы это как часто говорим, всегда говорим. Да, И прошу учесть, дорогие зрители, если мы приглашаем какого-то гостя, это не значит, что мы полностью разделяем его мнение, то, что мы придерживаемся его с точки зрения стороны его, да, нет, абсолютно нет. Мы даем всем высказаться. То есть это диалог, это общение. И присоединяйтесь, кто имеет желание. Мы при этом, когда приглашаем гостя на подкаст, наша задача не столько с ним подискутировать или там поспорить, дебаты устроить, сколько дать высказаться. Да, поэтому и ты иногда молчишь, да? Да, поэтому я в основном молчал в этих подкастах. На тебя это не похоже, что ты молчишь.
Ну, с Ираклием, например, особо и говорить тяжело было что-то, потому что он рассказывал непосредственно как очевидец Да, происходящего он же был в Украине. да, он был в Украине, 2 месяца провел там, как раз в гуще событий был, поэтому смотрите, пожалуйста. И поэтому вас ждет очень интересный подкаст. Ну вот я, Пропустите. знаешь... Ага, скажи еще раз, не пропусти. Не пропустите. А то я перебил Вот опять. перебиваешь опять. Ну вот я молчал долго, теперь хочется, видишь, А, ты хотел Сейчас вас, дополнить. короче, Сахроков услышал, потому что вы всем площадку даете. И Сахрокову, МЧА, конечно, с Сахроков тоже удовольствием. мы ждем. Почему нет? Мы всех ждем. Да. Аути Сахроков. Приглашаем вас, если вам интересно. Ты будешь с ним записывать интервью? Или, Надо, по-моему, подготовиться хорошо, что или подкаст как будем? с тем, Не, ну с к нам он не девочкой. приедет, наверное. Нет, почему? Ну, в а черкесской среде мы должны быть вот именно той свободной медиа, где будут стекаться разные мнения и обсуждаться и выводиться какие-то результаты или, я не знаю, да, вот общение, может быть, просто ситуация будет обозначаться здесь. Не, мы просто на ходу же учимся, можно сказать. Лариса журналистом, я всегда ее представляю, но она все-таки Ну, я пишущий да, журналист. надо сказать, что я больше пишущий журналист Да, была, а но тут- сейчас вот так говорящий. Спасибо центру за это. Нужно здесь отметить, хотела порассуждать немножко о важности того, что у черкесов у нас должна быть свободная площадка. Нужно отметить, что на полном энтузиазме эта работа происходит, и нужно, чтобы это понимали наши зрители, я считаю, потому что очень много со всех сторон разных каких-то в наш адрес Давлений, да? не то что давлений, да, каких-то разговоров, комментариев, типа он агент этого, она агент того. Все мы закольцованы агентурой, короче, и каким-то преследованием. Да. И в итоге просто те, кто приезжают к нам сюда, и вот наш зритель сегодня еще один, видит, как это происходит просто. И я надеюсь на здравомыслие людей, не согласных с моей, например, личной позицией, которые есть, да, в нашем движении. Мы можем быть не согласны, давайте не будем опускаться на уровень плинтуса, где мы просто пытаемся дискредитацией именно заниматься. Поэтому мы создали свою шлюпку, которую мы... Да, мы в этой шлюпке вот сегодня с Ларисой приглашаем по очереди в эту шлюпку разных других людей и говорим о том, что наша позиция такая, что мы плывем в сторону берега. И поддержка свободного медиа, свободного СМИ – это залог успеха, залог развития успешного гражданского общества. Черкесского, да. Но и вот если даже посмотреть с позиции государства, да, в любом государстве основа является особое внимание. То есть без свободного СМИ, например, не может функционировать правильно государство. Да. Потому что именно свободное СМИ должно уметь находить какие-то недостатки, задавать вопросы правильные. Оно имеет особую важность, это СМИ. Ну, свое особое влияние на общество. Кстати, я тоже, стулья нужны. Вот когда у нас своя будет студия, мы ее как-то по-своему, удобные стульчики прям Я уверен, поставим. что ты создашь уют в этой студии, точно. Такой. В Майкопе? Не, в Майкопе уже у нас будет, в Майкопе, я думаю, у нас уже будет, не знаю, корпорация целая, да. Телевизионная. Да услышат тебя спонсоры. Потому что если мы говорим о Черкассиан Медиа, когда мы вернемся в Майкоп, мы же должны охватить Майкоп, Нальчик, Черкесск. Все черкесское пространство. Все черкесское пространство, да. Сочи, например. И в каждом регионе свои же какие-то события интересные. Должен быть центральный канал. Какой хороший проект. Диаспора еще тоже останется, как ни крути. Да?
Ну, мечтать не вредно, говорят. Можно помечтать. Главное, чтобы мечтание, не замечтаться так, чтобы тебе жизнь сказкой не казалась, чтобы ты в реальность возвращался. Это утопия. Мы не поговорили о третьем госте, да, мы как-то забыли. У нас еще новый третий подкаст. Ну, кстати, подожди. Записан третий, сейчас ты скажешь, а мы еще не знаем очередность выхода этих подкастов, да? Да. Да, говори, пожалуйста. Да, у нас в гостях был общественный деятель Ибрагим Яганов. Можно сказать, уже, наверное... Да, по-моему, его все ждут, что он скажет. Можно сказать, что, наверное, руководитель организации Free Черкасиан, Свободная Черкесия. И фонда НАРТ, да? И фонда НАРТ, да. Нам удалось с нашей стороны правильно раскрыть вопросы, которые зрители ждали бы, ответы на которые бы ждали зрители. Например, что ты имеешь в виду? Ну, я не знаю. Но с Ибрагимом как раз получилось у меня, наверное, из 3 выпусков самое молчаливое. Самый молчаливый выпуск. Ну, я хотел, чтобы он высказался, да, и, в принципе, у вас складывался нормальный диалог. Я думаю, что мне не надо было вмешиваться. Ну, я пыталась такие вопросы задать, которые могли бы быть интересны зрителю сейчас, да, вот, который вот за экранами сейчас наблюдает за нашим диалогом. Конечно, ты, походу, был и зрителем на записи, что сказать можно? Да, ты... Да, выделить какой момент из... Но он записывал... Цитата нашего Ты зрителя. даже цитаты записывал из его выступления, я помню. Да. Какая самая запоминающаяся скажи, цитата? сейчас мы тоже озвучим пару из его фраз. Это утопия. Нет, это цитата моя, это цитата ведущего. Это утопия, я готов запатентовать. Давай пару цитат скажем. Вот 2 цитаты, да, которые сейчас нам подсказывают. Были. Скажи. Мы накануне грандиозного шухера, сказал Ибрагим Яганов. Он еще говорил, что все, что вокруг происходит сейчас, лишает нас возможности существовать. Интересно, да, что он имеет в виду? Это все ответы на все эти вопросы, комментарии, как это сказать, выдержки, да? Вы увидите в интервью с Ибрагимом Ягановым. Подкаст, нас поругает наш продюсер. В подкасте с Ибрагимом Ягановым. По-моему, очень хорошо, что у Ибрагима получилось к нам приехать на подкаст, да, на запись подкаста. Но хотелось бы, конечно, иметь возможность тоже самим ездить и снимать интересные подкасты с интересными людьми, с нашими черкесами, да? Как ты думаешь? Конечно, я думаю, что к этому мы должны стремиться, к этому мы должны идти. Очень много, например, местное телевидение очень много делают репортажей в диаспоре, да, по культуре, по всему. Сейчас нужно немножко с политической точки зрения тоже это все освежать, понимаешь? Освещать. Спасибо центру за это. Еще нам нужно, наверное, сказать, что в этот сезон подкастов все-таки входит еще и подкаст о Республике Адыгея. Да, кстати, да, 100-летие, да? 100-летие Адыгеи. Недавно отмечают, в этом году. Да, этот год столетия нашей любимой Республики Адыгея. Мы не можем обойти эту тему. Конечно, и сразу же отмечаем, что в прошлом году было 30-летие Республики Адыгея, а в этом году 100-летие создания Черкесской автономной области. Да. Это важно тоже отмечать. Автономная Адыгахаку. Получается, нынешняя Республика Адыгея является правопреемницей Черкесской автономной области. Да. А Черкесская автономная область, соответственно, правопреемник Черкесии. Да. Черкесии. Черкесии. Ну и самое крутое при этом, что спустя эти 180 лет флаг остался тот же тем же самым. Да. То есть флаг Черкесии сегодня является флагом Республики Адыгея современной. Мы это будем снимать, подкаст про Адыгею, уже после того, как Лариса вернется из своей командировки. Да.
Я думаю, что этот Можно выпуск... сказать, да, интригу не будем держать, куда я еду. Но этот выпуск выйдет уже, когда ты там будешь, поэтому я думаю, это безопасно. Можно, да. Тогда скажу, я еду в Польшу, в Варшаву, где пройдет конференция, научная конференция по черкесскому вопросу. Я выступлю с докладом по черкесской топонимике Черноморского побережья. Ну да, я думаю, что нужно отметить очень важный момент, чтобы не было каких-то спекуляций на эту тему, что организатором конференции научной является Варшавский университет совместно с Черкесским культурным центром. Да, то есть это соорганизаторы. Это научная конференция. Да, научная конференция. Гостей, наверное, то есть докладчиков и тех, кто там будет присутствовать, мы пока не будем озвучивать. Потом, да. Потому что будет в итоге все равно резолюция, выступление. Хотела сказать по своему докладу, насколько мне было интересно и насколько было своевременно работать над этой темой, я бы так сказала. Нажал. Да, Мы продолжаем мучиться с нашей камерой, Вот которая из-за батареи, выключается. да, вот. Спасибо, что у нас Поток есть мыслей оборвался. сегодня есть наш товарищ рядом, который хотя бы следит и подсказывает, что она выключилась. Ты оборвалась на интересном моменте, на том, что я сказал, что ты поработала в архиве, готовясь к докладу, и на кучу всякого интересного. 2 месяца я там сидела в архиве, работала. Материалы, связанные с 19 веком, по 19 веку, такой период. Я думаю, мы можем сделать какую-то отдельную рубрику, именно связанную с архивом, да? Да, обязательно. Ты, кстати, на этом очень настаиваешь. Вот, что да, я думаю, это очень нужно. Не нужно. До Нового года, наверное, надеюсь, успеем сделать, да, такой специальный тоже подкаст. Вот, работая в архиве, я наткнулась на ряд документов, то есть вот это отчеты, да, вот генералов царской России, где они, о проделанной своей работе, да, военных действиях писали. И там очень много топонимов, то есть названий, да, вот черкесских указано, по которым можно восстанавливать переименованные, да, вот в современное время названия географических объектов. Лариса занялась активным поиском спонсора для публикации 13-го тома. Расскажи, пожалуйста, что это такое? 13-й том – это неопубликованные материалы, донесений всех этих отчетов царской России, где именно указано выселение, колонизация Черкесского края, Черкесии. Я имею в виду эти территории. Поэтому я думаю, это очень важно сейчас именно. Давно это важно, да? Но всегда это важно, но сейчас это... Да, сейчас, если мы найдем возможность напечатать эти материалы, там, если заняться серьезно этим, будет очень хорошо, будет очень важно это. Тем более есть возможность этого. Архив дает возможность это все сканировать, заказывать. Да, я хотел сказать как раз... Пока открыты все архивы, можно это все... Я как раз хотел сказать, что открытые архивы нам никто не запрещает, получается, изучать эти вопросы. Мы должны пользоваться этой возможностью. И параллельно мы можем тогда, я думаю, призвать ученых, которые есть у нас на Кавказе, в наших черкесских республиках, делиться интересными материалами, темами, которые они посчитают важным для освещения. Да? Спасибо центру за это. Например, с черкесским вопросом я тоже познакомилась не в раннем детстве, я тебе скажу, а в юности. То есть лет в 20, когда черкесские активисты пришли к нам на факультет, где я училась, и
более или менее интересующихся, да, этой темой, сказали, что вот так, вот так, вот так, мы вас куда-то отведем, ну вот познакомим. Организация была, вот, которая занималась по черкесскому вопросу, и только тогда я познакомилась именно с этой историей, со своей историей настоящей. Вот к своему стыду или я не знаю, как это обозначить, но с этого времени я потеряла покой, честно скажу. Потому что вот с такой действительностью, да, вот с реальностью того, что произошло с моим народом, я только тогда смогла познакомиться. Меня не учили этому ни в школе, тем более не с детского сада это начинается, да, ни в школе, ни на каком этапе в школьном, да, вот ни в среднем, ни в старших классах. То есть в школах не рассказывают эту историю? Нет, типа, Кавказская Руслан, война. Включено? Очень важно. Кавказская война, тем более русско-черкесская война 1763-1864 годы, я не помню, что у нас такая тема была в школе, нету. Даже вот книги может быть как-то поверхностно, но почему я не запомнила? Я такой впечатлительный, да, человек, патриот своего общества, своей страны, ну, своей родины, Черкесии, да, своего народа. Я не помню, чтобы такой урок у нас был бы. Я бы точно запомнила бы. Интересно, да, что Да. не освещается. То есть это еще одно Да. доказательство того, что наш... Потому что если бы Геноцид продолжается. такие как я, да, вот в таком периоде, в раннем, это впитывали, вырастало бы другое поколение, понимаешь? Это другие люди, это те люди, которые вот будут с раннего периода ценить свою родину, знать ее значение, ее понимать, понимаешь, Конечно. где она родина, искать ее, да, может быть, будут пытаться как-то участвовать в ее восстановлении, вот как-то так. Ну, Насколько бы это сейчас очень высоко не звучало бы, или как-то по-экстремистски, может быть, даже, может быть, скажут. ну, именно поэтому они не дают изучать Да. в школах Да, свою 20 историю. лет, ты представляешь, мне сейчас, вот я сижу в этом всем, дышу этим, да, вот существую этим, и узнала очень поздно. Но с тех пор я не знаю покоя, например. Вот такого, знаешь, внутреннего покоя. Не знаю. Что я хотела? Вот хотела дополнить, что когда я пообщалась с этими людьми, да, которые вот занимались тогда этим вопросом черкесским, я была под впечатлением больше недели даже. Я даже говорить не могла. Я даже информацию тоже как-то обработать вот, не могла, вот это все через себя пропустить. Долго мне понадобилось времени, честно сказать. Но в таком уже даже юношеском возрасте. Взрослым достаточно. Взрослым, да, достаточно, потому что это как-то разом навалилось. Я об этом и не задумывалась ранее, честно сказать, вот как многие, да, учишься, там, работаешь, ну, в то время я не работала, но своими делами занимаешься, да, какими-то, вроде полезными думаешь, да, что-то вот, думаешь, что делаешь что-то такое, оказывается. Сейчас больше возможностей изучать свою историю, найти ответы на свои вопросы. В наше время так не было. Вот. Мне должно быть стыдно, наверное, да, что я в 20 лет узнала об этом. Или как это Но со стороны сама себе вот тоже вот. Нет, тебе не должно быть стыдно, потому что, как ты сказала, ты до сих пор потеряла покой из-за осознания того, что произошло, поэтому стыдиться тут точно нечего. Ну ты расскажи, у тебя как это все происходило? Я все-таки Вырос в другой среде, да? Да. Я вырос, получается, в другой среде. Я не то, что в другой среде, я с детства нахожусь в этом информационном пространстве и впитываю все, что касается черкесского вопроса, геноцида. И ты когда сейчас рассказывал, я вспомнил своих однокурсниц на первом курсе университета на уроке истории России.
из там, сколько нас было, 50 человек, именно мне попалась тема русско-кавказская война. И Кому как не тебе она должна была вот попасть. судьба, да. И я помню, что, ну, естественно, я подготовился. По-моему, наверное, это единственный раз, когда я со всей душой готовился к этому докладу. И я удивился тогда, что девочки, вот сейчас она рассказала историю, что девочки нашего курса были ошарашены информацией, которую я говорю. Знали тоже, Стало да? понятно, что они впервые слышат, и там у некоторых, у многих девочек крокодили слезы лились в Я этот не момент. И удивлюсь я был... этому моменту, потому что я же говорю, Сама все через мое это поколение, прошла. да, такое было наше поколение, Да. да. Если вот ты конкретно, если имел отношение к этому с детства, это другое, но большинство не так выросло. Ну, сегодня я тебя поддержу, что сегодня, конечно, другое время, другая эпоха интернета, и гораздо быстрее можно получать информацию, и мы видим, что эта информация, точнее, не так даже, не быстрее можно получать информацию, а тяжелее сдерживать информацию, она все Да. равно прорывается в Потому массы, что- прорывается в люди. Хорошо, завершим тогда, Продолжим. Да, мы уже завершили, в принципе. да? Хорошо, давай попрощаемся со зрителями, пожелаем новых встреч. Обязательно Да. увидимся. Херчет Ладно. зарлахуна тхамжием. Шпичат зарахауны, херчах. Ассаламу алейкум. Қиуан шесточу қызарас супоқ. Нахжу қысғаны, нах شحال اللي يبغى قجابه ويغاشون جوجه рисава қужба джинас фиш хайм. Кой шесточнас купсафус псавари. راغه وقفان خويش زو اساخو دمالسي اقمس سيتسكش حاجه غجاو سيتسكش حاجه غجاو ارزو تاع سي بيتشي زريب فقداقم قبل زانا جب فم قدار потому что جب فم قدار جب فم قدار او يغاجر وبسوخ عروجه ويقوم غيبخجفنا غيبتخجفنا и сыту мыжами фамажу шит ирик умжар джирип жунхуэж бори его жвит запечи ссылочки там. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ты что, как адагаб зачет катагаб? Как гусь псингуэра. Палец вверх. Ахом башхор дешеям, ахом башхор дешеям ште унче. عدقات وزي صنغا ويشاف خزم يكبزر ويبسم خغش سعد الوجز وتكون يحب يكسر شعب وابن خججات